Я не верю вообще в концепцию этничности. То есть для меня этничность ничего не означает. Образ мужчин-армян среди женщин, он очень, я бы сказала, двоякий. С одной стороны, это всегда образ такого мачо. И если армянин, то сразу такой, ох, у женщин сразу появляется, спинка выпрямляется, улыбка появляется, потому что, мужчины, которые умеют с женщинами общаться, делать комплименты, красиво ухаживать. Единственная претензия, которая у меня есть к Еревану, это лишние килограммы. Каждый раз, когда я оттуда возвращаюсь, то есть еда такая, то есть тебя кормят так, что ты просто, причем кормят не то, что ты в гостях, в ресторан приходишь, я буду только салат. Я говорю, сейчас. Проект твой очень интересный, давай о нем поговорим. Он вообще не армянский, потому что мы, когда представляем, знаешь, даже есть такое понятие армянская квартира. Это где дорого-богато. То, что я слышу, и то, что я видела и читала о проекте, он настолько уникальный, что я его воспринимаю как некий стейтмент такой, что вот ты хочешь перевернуть представление о том, как выглядит, собственно говоря, то, что я называю армянской квартирой, и что это стереотип, который очень узкий, может быть иначе, и, возможно, сформировать какую-то вообще другую философию. Хотим ли мы задать стандарт Еревану, как дальше строить? Да, я думаю, это здание задаст стандарт, чтобы дальше строили здание именно этого качества. У него есть такое выражение: мало любить Ереван, надо, чтобы Ереван тебя полюбил. Когда у него будильник звенел в 4 утра, и она просыпалась в 4 утра с ребенком, без ничего, без никого, день за днем, и к этому пришла, Слушай, это обычная жизнь многих женщин. Всем привет, с вами Надя Амрани, подкаст «Не женское дело». Сегодня в моем подкасте историческое событие. Первый гость – мужчина, и как я его выбирала. Но я бы хотела пошутить про этническую тему, что я выбрала красивого, умного мужчину-армянина, но я знаю, что Давид не приемлет этнической истории, поэтому просто скажу, что выбрала красивого и умного мужчину. Но на самом деле дело не только в этом, а в том, что самое важное – это ценности. Ценности, о которых мы говорим, и ценности, которые не имеют отношения ни к гендеру, ни к стране, ни к вероисповеданию, ни к чему. Главная ценность – это свобода мышления, свобода мировоззрения. И когда мы говорим «человек мира», это как раз говорит о свободе, о том, что нет никаких ограничений. У каждого человека есть возможности, и возможности эти ограничены только его степенью внутренней свободы. Поэтому я очень рада сегодня побеседовать с Давидом, который много лет в финансах, гуру финансов, хоть он этого, будучи умным и скромным, он это не признает, но для меня это точно так, и не только для меня, который выбрал путь предпринимательства, и не простого предпринимательства, а девелопмента в своем родном Ереване. Об этом, об армянах, об этносах, о женщинах, о бизнесе и о том, как вообще строить социальный капитал, строить карьеру, строить свой путь в этой жизни, будем сегодня говорить. Давид, благодарю, что нашел время. Спасибо. Ереван – город камня и солнца, город памяти, город, переживший тысячелетия, город, который никого не оставляет равнодушным. Но будущее города всегда создают люди. Сегодня у меня в гостях человек, который решил создать это будущее. Финансист с международной карьерой, человек мира, предприниматель, который мог бы жить где угодно, но выбрал строить новый Ереван. Давид Тавадян. Мы говорим о мышлении, о свободе, о бизнесе, о социальных связях и о том, какие навыки действительно будут определять будущее. И, конечно же, о том, как женщинам в этом мире не просто выживать, а играть свою игру и играть успешно. Чем богаче твое окружение, тем богаче твой кругозор получается. Не зря я еще не знаю ни кто, ни имя, ни интуиция у нас как работает. Женская интуиция. А мне кажется, интуиция есть у всех, мужчины просто ее отрицают. Может быть. Знаешь, как женщин у нас учат быть скромными, не высовываться, прикидываться овцой, то, что я называю, не показывать свою истинную суть. И как я люблю шутить, на волка можно натянуть овечью шкуру. На женщину дракона овечья шкура не натягивается. И там даже если ты на ножку натянула, то там крыло-то будет. И также мужчин учат, как будто интуиция – это что-то постыдное. А на самом деле интуиция –
это же даже исследовано, это набор профессиональных навыков и компетенций, которые просто мозг обрабатывает быстрее, чем мы успели это когнитивно осознать. Ну, ты же знаешь, я много лет своей жизни провел в финансах, и там, Да, когда вот. ты торгуешь, Да. и те люди, которые по интуиции заходят в какую-то сделку, потом теряют 15-20% портфеля за 5 минут, второй раз они без фактов, просто с интуицией. Интуиция такая опасная вещь, то есть, знаешь, есть уверенность, а есть излишняя самоуверенность. Да? Самоуверенность это хорошо, излишняя самоуверенность очень опасна. То есть поэтому, если вот человек, у которого таких много, особенно среди мужчин, у которых есть излишняя самоуверенность, если они еще будут вот, пользоваться своей интуицией, мне кажется, ни к чему хорошему не приведет. А если человек просто самоуверенный, понимает, что интуиция, да, это хорошо, но все равно надо на факты смотреть, на эмпирический анализ, на данные и так далее, это, конечно, более правильно, чем... Это какая-то грань, которую очень сложно поймать, знаешь, где самоуверенность, а где излишняя самоуверенность. Скажи, пожалуйста, Давид, ты вот много-много лет в крупных финансах, в крупных очень финансовых структурах, но когда ты начал предпринимательский путь, ты выбрал development. И мы с тобой говорили об этом уже, ты сказал, что ты выбрал, потому что был хороший партнер и хорошее предложение от партнера. Ну, партнер, которому я поверил, в кого я поверил. Порядочность, доверие сыграли важную. Ну и потому что также это была Армения. Все-таки это моя страна, к которой я отношусь с любовью. Это был мой город, Ереван, в котором я родился. Это тоже все сыграло свою роль, естественно. А вот у меня вопрос как раз относится к интуиции. А как ты выбираешь людей? Вот ты выбрал партнера, наверняка это было не первое и даже не 10-е предложение, которое тебе поступало, да, или там проект, в котором ты мог поучаствовать. Ну или были люди, с которыми я выбирал идти в путь, а потом жалел. Это тоже было естественно. И учишься на опыте. Слушай, знаешь, такие элементарные... Есть такой-то известный миллиардер в Германии, который вкладывает в стартапы. Он один раз мне на встрече сказал, что вот его жизненный опыт, у него там сотни стартапов, да, в которые он вкладывался, ему показал, что как только начинается бизнес, то есть бизнес-план заканчивается сразу, его можно выбросить, начинается реальная жизнь, и он принимает решение, исходя из того, вот этот человек, в которого он вкладывает, у него есть вот эта способность пройти через вот эти сложности, которые будут возникать во время любого стартапа. Да? То есть вот умение пройти через сложности, не разочаровываться, не разворачиваться, не уходить. Это правильно, да? Это так и должно быть. Таких людей мало, и один из индикаторов у этого человека есть. По-английски это называется stamina. Это на самом деле спорт. Если человек занимается спортом, то есть он в состоянии, я не знаю, там, сесть на велосипед целый час. Есть очень хорошее русское слово, которое, по-моему, не переводится ни на один язык. Это усидчивость. То есть человек, который может сидеть, там, понимаешь, на одном месте, там, 6, 7, 8 часов в день чем-то заниматься. Да? Это тоже, в принципе, связано с дисциплиной в спорте. Да? Это тоже важно. А порядочность, естественно. Ну, то есть, человек врет, не врет там постоянно. Не с порядочными людьми лучше не начинать, потому что все плохо кончится. Ну, образование, в принципе, мне кажется, это не так важно, потому что это можно компенсировать. То есть можно помочь этому человеку, там, дополнить, если у него чего-то нет, да. А вот эту стамину, вот эту дисциплину ты не дополнишь, то есть, если в нем этого нет. А вот на твой взгляд, как часто человеку нужно учиться? Нет, человеку надо учиться постоянно. Это, мне кажется, это обязательная составляющая любого человека, который хочет постоянно расти. Учиться же не обязательно получить диплом, ты же понимаешь? Конечно, да. Но люди, которые не любят... Знаешь, вот сегодня все меньше и меньше люди читают, да, и больше смотрят видеороликов. Но мне кажется, это важно, читать и писать, чтобы хорошо, правильно учиться. Да. Вот без этого я не понимаю, как можно прогрессировать в жизни. Вот как раз заговорили о чтении. Я так получилось, что преподавала там последние полгода студентам, причем студентам технического вуза, это университет ТМО в Петербурге, и именно вот факультет инноватики, да, я вообще не технарь, сейчас я понимаю, что такое AI и так далее, а там еще там пару лет назад для меня это было что-то, мне казалось, что это не я, тем, с кем я работаю, общаюсь, я говорю, что люди не конкурируют с AI, люди конкурируют с теми, кто его использует или не использует. Точно. И как раз вот своим студентам я рекомендовала, они говорят, а что вот, и вот это будет мой к тебе вопрос для молодых людей, которым сейчас там 19, 20, 21, потому что они проходят очень тяжелые времена в том плане, что ты вроде учишься,
но знания устаревают быстрее, чем ты. Ну, я сейчас говорю про российское высшее образование, да, мы вот в этом контексте, возможно, где-то иначе, хотя, не знаю, как в Штатах и в Англии, в Европе, вот примерно такая же ситуация, с кем я общалась, что образование устаревает, эти знания, пока они их получают, и постоянно отовсюду звучит рупор о том, что всех заменит искусственный интеллект. И вот мне говорят, что делать? Я говорю, ребят, самое ценное, что может человек, это идея и мышление. Идея и мышление, я знаю только один способ, это читать книги. Причем я-то вообще старорежимно читаю, ну, я люблю бумажные книги читать. Ну и тут неважно в каком формате. Вот что бы ты рекомендовал таким молодым ребятам? Нужно из образования получить инструменты. Инструменты, которые они потом в жизни будут использовать, вне зависимости от того, что будет происходить на рынке. Например, инструмент — это уметь программировать, да? Там, инструмент — это уметь рисовать, например. В гуманитарных науках это сложнее, там беда вообще с образованием, мне кажется. Вот в гуманитарной сфере там не очень понятно, что учить, что не учить, что правильно, что, потому что это все вот это AI может заменить. Ну, ты можешь любой факт прочитать за 30 секунд. Да? Я пришел к заключению, что английский нужно знать хорошо, потому что все, что сегодня происходит в англоязычном мире. Ну, может, что там происходит в китайском мире, честно говоря, меня этот мир мало интересует. Ну, там тоже на английском все происходит. Ну да, то есть да, вот его надо знать, и потому что все и начинает интервью, кончая информация, которая выходит, если ты хочешь вот участвовать в этом во всем, англоязычный мир, там, например, все университеты и так далее, да, сейчас там и Китай поднимается в рейтингах и так далее, но я, честно говоря, не верю, что креатив и инновации, про которые ты говоришь, могут развиваться в стране, где нет свободы. Я верю в свободу выбора. Freedom of choice, это на английском называется. Милтон Фридман написал одна из его самых известных книжек «Free to choose». Да, choose what? Что именно выбирать? Выбирать, где ты хочешь жить, выбирать, где ты хочешь учиться, выбирать, с кем ты хочешь общаться и так далее. Да, выбор, свобода выбора. В Китае я не верю, что там есть свобода выбора, и поэтому я не верю, что там... Они пока все списывают. Хочу перейти на такую чувствительную тему, как раз про Армению, про армян, про народности. В принципе, меня всегда это интересовало, то, что называется сильной внутренней интеграцией народности, как армяне и евреи, например, которые в целом, ну, если смотреть определенных самых богатых людей мира, самых успешных, очень часто это либо евреи, либо армяне, ну, по этносу, по своему, ну, и яркие представители. И у меня сложилось впечатление, что есть определенная закономерность. Это этносы, которые способны, может быть, где-то более талантливы, может быть, более адаптивны, и поэтому они подвергались различным гонениям, геноциду и так далее. То есть что первично, на твой взгляд, если ты вообще, ну, как бы вот эту мысль как-то готов поддержать, что первично? Что это люди, которые способны создавать ресурсы, и поэтому они всех раздражают? Или, соответственно, они способны создавать ресурсы, потому что у них постоянно, ну, регулярно, не постоянно, а регулярно все отбирали, лишали безопасности? Я не верю вообще в концепцию этничности. То есть для меня этничность ничего не означает. Я объясню почему. То есть, грубо говоря, армяне, которые, я не знаю, там, с 3 лет живут во Франции, они больше французы, чем армяне. Ты просто с ними, когда общаешься, это совершенно очевидно. Армяне, которые живут в Аргентине, они больше аргентинцы, чем армяне. Да, если ты посадишь рядом там армян, которые живут в Аргентине, во Франции, в России, ну там нет ничего общего вообще. Понимаешь, ни в мировоззрении, ну, может быть, чуть-чуть там что-то там с дедушки, с бабушки, потому что раньше же все это было вместе, а сейчас это... Понимаешь, наш антураж, он играет очень важную роль. Мне кажется, 80% это на нас влияет, то, где мы живем, в какой системе мы учимся, где мы работаем, с кем мы общаемся и так далее. И язык, на котором мы разговариваем, да, это же... Язык нельзя недооценивать. То есть люди, которые в Аргентине говорят на испанском, и люди, и армяне, которые во Франции говорят на французском, там, английского не знаю, да, и армяне, которые в Америке говорят на английском, и армяне, которые в России говорят на русском, я вообще не могу даже себе представить, что там может быть общего. Ну, ходят они в какую-то общую церковь, ну окей, как говорят американцы, вуп-ти-ду. Но они при этом говорят на армянском? Большинство? Почти нет. Почти нет? Почти нет, да. Ну, если даже говорят, там армянский очень разный, там очень разные диалекты, да, даже внутри Армении очень разные диалекты, да. То есть в Армении можно очень легко понять, там ты откуда, с севера, с юга, там, или с Еревана, например. Хотя страна вот, да, если так разобраться, она такая маленькая, столько диалектов.
Кстати, знаешь, вот почему мой брат когда-то исследовал эту тему, почему в России, самая большая страна в мире, да, например, нет диалекта почти. Там Владивосток и Москва, и примерно, или Владивосток и Калининград, у них тот же самый русский язык. Да? А Армения, которая там меньше, чем, не знаю, какой-нибудь край России, там 20 диалектов очень разных. Или то же самое насчет Канады. Почему английский язык там в Канаде почти идентичный, если ты возьмешь там с Ньюфинланда до Ванкувера. Это 7 часов на самолете, 6-7 часов. А в Америке, например, с Нью-Йорка в Техас ты поедешь, там огромная разница. Да? Потому что, оказывается, чем хуже развиты пути сообщения, тем больше диалектов. Потому что в России, со времен Советского Союза была развита железная дорога и так далее. Люди часто переезжали то в ссылки, то не в ссылки. И они постоянно менялись местами, то у них, в принципе, язык тот же самый. А в Армении люди как бы жили, вот так вот местечковость какая-то, понимаешь? У них и диалект так. Так что, в принципе, и про армян, которые живут за пределами Армении, я вообще не говорю, там совершенно другой диалект. Поэтому я не могу никаким заключением прийти, когда кто-то мне говорит, я не знаю, там он французской этничности. Ну и что? Понимаешь, надо посмотреть на его образование, на его опыт, на его мировоззрение. Никаким, то есть эти предрассудки, они не работают. Ты человек мира, да, наверное, можно так сказать, что ты, если ты не причисляешь себя ни к какому конкретному... Не, я могу сказать, что я армянин по этничности, в принципе, по национальности, у меня армянский паспорт тоже есть, но это ни о чем не говорит. Да, но ты не говоришь, что вот и все, и вот как это, и я только там, и я только там себя вижу, то есть ты, в принципе, нет, комфортно, вот мы с тобой сейчас в Москве прекрасно, комфортно разговариваем, и также мы могли бы в Монреале или где-нибудь в Лондоне без проблем. В Лондоне, да, тоже без проблем. А что для тебя человек мира? Ну, слушай, такое выражение. Человек мира — это человек, который может спокойно жить и в Северной Америке, и в Европе, и, я не знаю, и в Дубае, и в Малайзии. То есть, ну, это с моим совпадает. Ну, да. Человек, который комфортно себя чувствует в любой, в общем-то, точке, не испытывая... Ну, есть какие-то точки, в которых мне было бы некомфортно. Я не смог бы, например, жить в Кении, да, мне там неинтересно жить. Например, ну, тут есть и районы Москвы, где нам бы было некомфортно, чего уж там говорить. То есть да, тут но это есть, больше... в принципе, да, не проблема. Я с удовольствием могу жить и в Москве, там, и в Ростове. Понимаешь, если надо будет, то есть и в Ереване, Ростов прекрасный. И в Дилижане, и в Лондоне, и так далее. Да. Поражаешься, насколько Россия разная страна. Когда люди говорят «Россия», я вообще не понимаю, о чем они говорят, потому что... Слушайте, я как человек, который, в Москве родился и большую часть жизни провел, и сейчас вот я несколько месяцев живу в Петербурге, да я как будто в другом государстве, это абсолютно... Так у меня к тебе возникает вопрос тогда, как ты собираешься, понимаешь, обобщать там россиян, если ты сама понимаешь, что Питер и Москва — это как две разные страны, про Тюмень там, или, я не знаю, Якутию я вообще молчу, про Дагестан, это что же Россия? Согласна. Как всех этих людей, понимаешь, там одним предложением, это же невозможно. Невозможно. Так это то же самое про любую страну, понимаешь? Ну, то есть вот это то, что говорят евреи, армяне, там еще кто-то, итальянцы, это все стереотипы. Ну, во-первых, что такое евреи? Давайте разберемся. Израильтяне или евреи, которые в 5-м поколении живут? Слушай, это вот религия или я это национальность? Я в 16 лет обнаружила, что я наполовину, причем на правильную, на материнскую половину еврейка. У нас в семье это тщательно. Ну, не тщательно, знаешь, как, когда я задала вопрос, ну, я не такая старая, это было уже как из серии 90-е годы, ну, то есть уже никаких преследований не было. Я задала вопрос, а почему я только сейчас об этом узнала, причем случайно? Никто мне не смог внятно ответить, еще бабушка моя была жива, потому что вот привыкли скрывать. Опасно, поэтому привыкли скрывать. Потому что у людей были предрассудки, да. И все, и привыкли, как это. И до сих пор они есть. Да, поэтому вот я не буду давать оценку, к сожалению или к счастью, то есть я знаю, что я, в общем-то, этнически еврейка, ну, частично, да, но я никак себя с этим не идентифицирую, не ощущаю, ну, потому что не было это в моей жизни. Ну, потому что ты, во-первых, москвичка больше, чем ты. Вот. Начнем с этого. Да, теперь поэтому... какая у тебя этничность, я не понимаю, какую это играет вообще роль, но никакую, я уверен. Что, тебя тянет в Израиль? Нет, вообще нет. А что? Вот, понимаешь, вроде как должно быть и форшмак я тоже не смогла принять. Мне армянская кухня гораздо больше нравится, хотя армянской крови, как ни странно, во мне нет. Система сильнее, чем люди, понимаешь? Система сильнее, чем люди, система сильнее, чем этничность, потому что система, она точит и вот творит людей. Так, ну, собственно, да, я знала, что с тобой будет интересно разговаривать, потому что ты как это рушишь все мои конструкции. Предрассудки. И это интересно, потому что действительно предрассудков много. Ну, и этнических. Я сейчас думаю, что, возможно, есть просто государственные институты, кому это очень выгодно, потому что это же как раз... Понимаешь, это просто. Людям не надо думать. Да. Когда у них есть вот эти, то, что англичане называют shortcuts,
или там, понимаешь, rule of thumb, да, вот такие элементарные там правила, как, ну, если он, значит, армянин, он такой, если он еврей, секой, и думать не надо. И вот предрассудки, они упрощают. Ну, как правило, понимаешь, ну, это умный человек, образованный, начитанный, но он не будет пользоваться вот такими тупыми инструментами. Он будет вдуматься и вникать в ситуацию. Да, согласна, с одной стороны. С другой стороны, есть все равно я вот сейчас думаю, вот у меня есть мой жизненный опыт. Я в целом, я говорю, как человек с таким замесом, что никакой национализм я себе позволить, в принципе, ну, как он просто неуместен, потому что, ну, во мне можно найти, как это, я говорю, только армянской крови нет, остальные, мне кажется, по чуть-чуть везде есть. И я в целом всегда была я жила в Алжире, я училась в Москву, когда приехали, я училась в арабской школе, где были все национальности, ну, кто на арабском языке учится. Потом я много работала с европейцами разными. Ну, то есть, как бы у меня действительно, и моя семья живет по всему миру, поэтому у меня в целом изначально был опыт вот не одной какой-то, не изоляции, а именно вот такой большой национальной диверсификации, поэтому я открыта, у меня нет никаких в целом предрассудков на этот счет. Но, тем не менее, есть мой личный опыт, когда ты, условно говоря, сталкиваешься с чем-то и говоришь, ага, вот, если там армянин, то он действует так, второй так же, третий так же, и когда ты четвертый раз говоришь, ну да, и вот так как у меня большая женская аудитория, мы обсуждаем разные насущные для женщин вопросы, я могу сказать, что образ мужчин-армян среди женщин, он очень, ну, скажем так, я бы сказала, двоякий. С одной стороны... Ты говоришь, среди женщин, я имею в виду, среди женщин России, да? Да, среди женщин России, конечно. С одной стороны, это всегда образ такого мачо. И если армянин, то сразу такой, у женщин сразу появляется, спинка выпрямляется, улыбка появляется, потому что, ну, мужчины, которые умеют с женщинами общаться, делать комплименты, красиво ухаживать, и, собственно, есть такой стереотип, и в целом у меня отношений таких не было, но я видела вокруг себя и подтверждаю, что это так. С другой стороны, это мужчины, опять же, мое окружение, мой опыт с очень такими вшитыми, встроенными семейными ценностями. Вот здесь я с тобой не согласна, что вот этнос вообще не влияет, потому что семейные ценности — это то, что передается, ну, от родителей к детям, и мы ведем себя в семье так, как мы видели, как нас учили, как мы там у бабушек, дедушек. То есть это не берется ниоткуда. Это все равно есть какая-то модель. И вот по примеру женщин-россиянок разных этносов, у которых дети от мужчин армян, были они в браке или это были просто отношения, большинство поддерживает своих детей, ну и финансово, и участием и так далее. Чего я не могу сказать, к сожалению, о среднем, ну, условно говоря, отце россиянине, ну, не буду какие-то брать национальности, да, там, славянского происхождения. Опять же, подчеркиваю, что это мое окружение, мой личный опыт, я не делаю, у меня нет статистики, я вот говорю о том, что вот вокруг меня. Насколько семейные ценности вот эти действительно, ты родился в Ереване, да, у тебя родители армяне, бабушки, дедушки, да, насколько это вот прививалось или это как будто само собой? И какой твой опыт? Ты упаковала 5 вопросов в один, да, давай я сейчас его разобью. Значит, первое, чтобы суметь прийти к какому-либо заключению про что-либо, надо хотя бы, чтобы у тебя было примерно, ну, как минимум 30 человек. Okay, математически чисто. Если у тебя менее 30 человек, ты никаким заключением прийти не можешь. Это чисто математика. Ну, выборка, да. Математическая выборка. Okay. Да. То есть n равняется 30. Это первое. Второе. Выборка у тебя должна быть разбросанная. То есть немного, пару армян из Франции, пару из Армении. У тебя нет. У тебя выборка... Да. Okay. Да. А, выборка неправильная. Б, я не уверен, что у тебя 30 есть. Это во-первых. Во-вторых, слушай, у меня очень много русских друзей. Щедрые, порядочные, образованные люди. Я ни на секундочку не верю, что они чем-то хуже, чем, я не знаю, там, армяне при разводе или не разводе, не верю. У меня очень много знакомых армян, которые с женщинами общаться вообще не умеют. Так что, в принципе, как-то сказать, что теперь насчет семьи. Ну, у нас в семье, да, ну, естественно, там, я не знаю, там, когда у нас звонил телефон в 9 вечера, папа брал трубку, помнишь, такие телефоны? Такие, конечно, да. И если это был не какой-то emergency, то папа им говорил, вы зачем меня беспокоите в 9 вечера, звоните завтра. И вешал трубку.
Теперь, видели ли мы это в каждой армянской семье? Нет. Но в нашей семье мы это видели. Да? То есть мы понимали, что после 9, у меня до сих пор часто так. Я когда кому-то хочу позвонить после 9, я 3 раза думаю. Позвонить этому человеку после 9 или не позвонить, да? Потому что привито с детства. Семейная ценность, семейная. Армянская ценность? Нет. Ну да, нет, согласна, Окей. да. Теперь, я не знаю, папа пришел домой, надо встать с места. Это армянская ценность? Я не думаю. Это уважение, хотя в семье у нас это привело. Но если папа заходил домой, мы должны вставать. Я не знаю, мама готовила обед больше, чем папа? Да. Это армянская ценность? Я не уверен. А что, у дагестанцев как-то по-другому, что ли? Хотя те мусульмане, мы крестьяне. Я думаю, что нет. Или у азербайджанцев, или у грузин по-другому. Ну и у русских в целом мамы больше готовят, чем наверное, папы. И у русских тут больше, как бы, да. тут, То есть собственно... нельзя брать Москву, потому что Москва такой очень продвинутый город, понимаешь? Он всегда был более продвинутый, чем любые другие города. И здесь жизнь заставляла подстраиваться под реалии, да? А в принципе, я уверен, если ты пойдешь, я не знаю, там, на Урал, наверное, там не так будет сильно отличаться от армянских ценностей. Опять, Надя, возвращаемся к тому, что я не верю вот в эти в систему. Все зависит от системы. Армяне, которые, понимаешь, прожили в Армении, которая была частью Советского Союза, там 70 лет, да, там 17-го года, там по, я не знаю, там 91-92, они очень сильно отличаются от армян, которые во время геноцида 1915 года уехали там сначала в Ливан, потом в Калифорнию или во Францию и так далее. Они очень сильно отличаются во всем, понимаешь, то есть и в семейных ценностях и так далее. То есть армяне, которые с Карабаха, они вообще не знали, что такое геноцид, потому что они, в принципе, жили вместе с Ираном. Понимаешь, у них все отношение к геноциду совершенно другое, чем у армян, которые бежали из Турции. И когда там армянам из Карабаха рассказываешь про геноцид, они больше свои проблемы вспоминают карабахские, чем, например, там резня 1915 года. Поэтому я давно ушел от вот этого стереотипа обращать внимание на религию человека или на его этничность, или национальность, она играет роль, потому что человек вырос в этой системе. А как же работает диаспора тогда? Потому что в моем представлении диаспора — это как раз вот когда ты находишься там в другой стране, но ты собираешь своих, свой этнос, соответственно, свою национальность, да, там, из которой люди приехали. Да, мы сейчас берем любую диаспору, да, не обязательно армянскую. И, условно говоря, защищаешь интересы своих земляков, создаешь новые бизнес-интересы, и, по сути, любая диаспора заинтересована в том, чтобы сохранять и продолжать традиции, то есть создавать некую, возможно, изоляцию, нежели интеграцию своих граждан в страну, в которой они находятся. А если ты возьмешь любую диаспору, ирландскую, армянскую, кроме одной, сейчас назову какую, ирландцы, итальянцы, армяне, греки, в общем, любую. Лучше всего изучать диаспору, наверное, на Северной Америке, потому что поток шел туда, да, в Канаду, в Америку. Первое поколение, да, друг с другом общались, поддерживали, потому что приехали, никого не знают, второе поколение, третье поколение уже нет. Там, в принципе, диаспоры почти нет. Она полностью интегрирована, и они, по сути, американцы, там, ирландского почти ничего нет. Диаспора работала, когда вот в Ирландии были проблемы, там Англия, Северная Ирландия, помнишь, вот это все там собирали деньги, помогали, вот это все работало, но когда проблем таких нет, диаспора, по сути, она теряет свой смысл существования, да, raison d'être, говорят французы. Единственная диаспора, которая до сих пор работает, это известная вещь, это называется израильское лобби в США. Мой хороший знакомый Джон Мершаймер даже написал книжку в 2007 году, которая так и называется «Израильское лобби в США и международная политика США». И это лобби очень мощное. Если бы не это лобби, то Америка, например, давным-давно подружилась бы с Ираном. Это доказанная вещь. Вот это лобби есть, оно очень богато, оно работает очень сильно. То есть это факты, эмпирические данные. Эти люди, которые там преподают в Гарварде, в Чикаго, они все это показали на данных. Это, наверное, единственное лобби, которое работает в мире. И это знаешь, это больше такое политическое, геополитическое лобби, очень богатое, это очень хорошо оно управляется, там организационные системы очень мощные. А других диаспор... Получается, любая диаспора — это геополитическая лобби? Не, остальные их просто нет. Они рассасываются. Их ни русских, ни армян, в Грузии, по-моему, даже церкви нет. Может, там одна, у армян там, в Монреале 3 церкви, там, они и то разные. Одна католическая, 2 григорианские. Потому что армяне даже не могут понять, где у них должна быть главная церковь, в Бейруте или в Эчмиадине. Понимаешь, у них 2 церкви. Там католикос один есть в Бейруте, другой католикос в Эчмиадине. Они до сих пор не могут помириться, чтобы понять, кто важнее. О чем речь, какая диаспора тут может быть, понимаешь?
Она очень такая разрозненная и никакой роли такой не играет на самом деле. Ну, раз уж мы заговорили о церкви, давай поговорим о вот этой вот нашумевшей истории. Так как я много лет в ритейл-бизнесе, и, собственно говоря, компания Ташир — одна из самых известных ритейл-компаний в России. Что все-таки происходит? Я как человек, который не читает новости, да, соответственно, но что происходит вот с владельцем компании Ташир? Это очень грустный кейс, потому что я Самвела знаю. Я к нему отношусь с глубоким уважением и симпатией. Такой щедрый, порядочный человек, на самом деле. Это вообще не должно было быть. Мне кажется, что здесь произошло. Самвел, или такие как Самвел, да, они часто общались с предыдущим руководством Армении, Серж Саргсян, Роберт Кучерян. В принципе, очень часто там проблемы решались там, общением. Когда там какой-то богатый армянин из диаспоры, там, например, приехал в Ереван и построил аэропорт. Наш президент Армении напрямую с ним там ведет переговоры. Ты там построишь аэропорт, ты, я не знаю, там, выкупишь наши электросети, ты там возьмешь железную дорогу. И это такое что-то, помню, в Советском Союзе был госплан. Госпланирование, такое как будто запланировано, вот такая. Когда Пашинян пришел к власти, понимаешь, он по сути, это англосаксонская система. То, что делает Пашинян, да, он на первое место поставил государство и государственность. И он сказал, что в принципе государство вообще не будет общаться, то есть ни с кем, государство будет заниматься своим делом, а предприниматели будут заниматься своим делом. Мы сделаем так, чтобы у нас была независимая судебная система, парламент, там, выборы и так далее и тому подобное. Церковь наша тоже привыкла к тому, что она часто общалась с бывшим руководством, ну не церковь, больше вот католикосы и его окружение. Они тоже там принимали решения какие-то. И они все пропустили вот этот момент перехода Армении от индивидуального общения к системному. Да, и они продолжали жить и общаться, как будто Армения все еще живет в прошлой системе, но система поменялась. И вот сейчас у нас будут выборы в Армении 9 июня, по-моему, не то 10, я не помню. И если Пашинян снова победит, то он, в принципе, выиграет на этих выборах, то он продолжит свою чистку. Ну то есть вот сейчас вот это вот некое, скажем так, ну не то чтобы обострение, а некое вот бурление связано с предстоящими выборами. Ну, в том числе, конечно. Ну, потому что они же тоже хотели, как бы, ну, у них ничего не получится, слушай. Ну, у нас я не могу понять в Армении, почему у нас такая разрозненная оппозиция, ее как бы нету. Все какие-то идиоты там бегают, что-то говорят, а на них смотришь, просто детский лепет какой-то. То есть ты смотришь на Пашиняна, он же тоже, понимаешь, где он был и куда он дошел, да, он же вырос очень сильно за эти, 7 лет. Он над собой работает, он читает, он общается, он прямо растет на глазах. А эти, когда вот ты их слушаешь, они как бы отстают от него лет на 5 лет как минимум. Хорошо. Учитывая то, что у правительства Армении такая прозападная позиция, при этом мы знаем, что, ну, опять же, я сужу по своему окружению, которое по разным, в основном, бизнес-мотивам релоцировалось и открыло бизнесы в разных странах постсоветского пространства, и по тому, что, ну, я сама это ощущаю, я была в Ереване несколько раз там за последние 2-3 года, и по моим друзьям, что в Ереване им, ну, в Армении, в Ереване им комфортнее всего жить, вести бизнес. Вот. Я сама могу сказать, что, ну, единственная претензия, которая у меня есть к Еревану, это лишние килограммы. Каждый раз, когда я оттуда возвращаюсь, то есть еда такая, то есть тебя кормят так, что ты просто, ну, причем кормят не то, что ты в гостях, в ресторан приходишь, я буду только салат. Я говорю, сейчас. Вот вам салат, а еще мы вам вот это попробуйте, вот это, и ты выходишь, заплатила только за салат, а как будто, 3 дня там ела. Но это приятные в целом, да, то есть это гостеприимство, очень приятные люди, и нам очень близкие, но при этом вот вроде как прозападная позиция, да, ну как бы сейчас мы, россияне, воспринимаем любую прозападную позицию как некую враждебную относительно себя. Ну, так уж вот. Но опять же, я говорю про себя. В то же самое время надо помнить, что Армения страна бедная. То есть мы говорим, ВВП на душу населения сейчас, ну, примерно там $9500. Да? И на самом деле, если я могу потом описать примерно любую страну в мире, если мне просто дадут одну цифру ВВП на душу населения. То есть ВВП на душу населения $30 000, ты прекрасно понимаешь, что там уже нормально работает судебная система, там прецедентное право, там что творится на улицах, где убрано, где не убрано. $60 000 ВВП на душу населения, грубо говоря, это уже Швейцария. Там $10 000 на душу населения, там отходишь 500 метров от центра, и там тихий ужас, все обшарпано и так далее. То есть эта цифра, она не просто цифра, да, она об очень многом говорит. И Армения пока
Значит, находится на уровне 10 тысяч долларов ВВП на душу населения. Она выросла там, с 6 до 10 за 5 лет. Дальше она будет расти, я уверен, дойдет до цифры там, 20 тысяч на душу населения в течение максимум 10 лет. По сути, 100% рост, потому что она выбрала правильную стратегию. И, в принципе, с точки зрения инвестиций, с точки зрения бизнеса, с точки зрения финансов, темпы роста, они более важны, чем уровень. И поэтому этим тоже Армения привлекает. Скажи, пожалуйста, а то, что ты сейчас инвестируешь в проект именно в Ереване, здесь что больше? Факторы, что это твой родной город, это твоя родная земля, или то, что правительство взяло курс, который тебе симпатичен? Ну, во-первых, если бы у власти был бы не Пашинян, а Серж Саркисян, естественно, я туда не вложил бы ни доллара, это понятно. Ну, потому что риски высокие. Риски высокие, и мне неприятно работать в такой стране. Это первое. Второе, сам проект очень интересен. То есть это, по сути, это первое здание в Ереване, где у тебя будут и офисы, и клиника, и квартиры, и йога, и пилатес, и все в одном месте. Знаешь, я во время ковида пришел к заключению, что уровень твоего жилья, будь это дом или квартира, или что неважно, определяется количеством дней, которые ты можешь с удовольствием провести у себя в доме, в общем смысле этого слова. То есть, это здание, например, да, то есть можешь ли ты с удовольствием провести 5 дней в этом здании. Если у тебя там есть и спорт, и образование, и нормальный воздух, и питание, why not? Да, слушай, да? это... А если у тебя огромный дом, но ты там не можешь больше 3 часов провести, потому что тебе надо постоянно либо в кафешку, либо в ресторан, либо в спортзал, ну это такой бездарный дом на самом деле. Проект твой очень интересный, давай о нем поговорим. Потому что он вообще, ну я здесь все-таки буду как-то обращаться к стереотипам, ну потому что он вообще не армянский, потому что мы когда представляем, ну знаешь, даже есть такое понятие армянская квартира, это где дорого-богато, где роскошь, где там золото, канделябры, ну то есть как бы тут, собственно, вкусы разные, но просто вот если сказать, там, не знаю, людям на улице, да, вот как бы вы описали, вот соответственно, то будет описание такого богатого, наполненного дома. Твой проект очень воздушный. Ваш проект, наверное, не только твой, да, но это проект, в котором ты участвуешь, да, он очень воздушный. Но вот в моем понимании, то есть если бы я сейчас вот это немножко переформулирую, если бы я увидела фото, и мне бы сказали, как ты думаешь, где это? Я бы сказала там Бильбао, например, да, или там, не знаю, где-то в Швеции. Почему такой проект? Ну, архитекторы наши из Копенгагена, так что, в принципе, все правильно. Земля в Ереване. То есть там армянская душа, архитектура из Копенгагена. И функционал будет, знаешь, такой, он будет не датский, не армянский, он будет, как ты называла, гражданином мира. Человек да? мира. Человек мира. Вот да. Будет там функционал человека мира. То есть там будет все красиво, не слишком, то есть не будет выпендрежа. Там минимализм. Будет, минимализм, но в то же самое время там должен быть, например, увлажненный воздух, да, там, чтобы примерно 40%, чтобы не высыхал твой рояль, через 2 года превращался в мебель. Там будет спорт, там будет кафешка, где будет правильный кофе, правильная еда, то есть выбранный ресторан будет, где будет тоже правильная еда, то есть ты можешь доверять, что мясо из правильного места, там кефир из правильного места, молоко из правильного места, хлеб и так далее и тому подобное. Там будут офисные помещения, например, у меня там будет офис. Я буду жить в этом здании, и там, то есть здание делится на 2 части, там вот эта часть жилая, а та часть вся коммерческая. В коммерческой части у меня будет офис, я буду, грубо говоря, там просыпаться, там проходить к себе в офис, там, заниматься своими делами, возвращаться потом себе в квартиру. Оно находится в центре Еревана, в принципе, и у нас там немного квартир, там 24 всего лишь. И мы хотим создать такую экосистему, где самое сложное будет не построить здание и продать квартиру, а самое сложное будет потом так настроить жизнь внутри этого здания, чтобы люди все от этого получали удовольствие. И я думаю, это у нас получится, потому что мы, в принципе, понимаем, чего мы хотим. Там и образование должно быть, и спорт, понимаешь, и вот это все вместе. Образование, про которое ты спрашивал, что человек должен постоянно учиться, вот это там будет. Потому что однодневные там какие-то разговоры или курсы, 2-дневные, подкасты, например, и так далее. Скажи, пожалуйста, вот 24 квартиры. Ага. Это же мало, ну, с точки зрения бизнеса. Мало, да. Там прибыли нет. То есть, грубо говоря, эти 24 квартиры, если все продать, мы, в принципе, окупим себестоимость всего здания.
Мы не окупим то, что мы вложили в землю. Это, по сути, и в буквальном, и в переносном смысле эти инвестиции остаются в земле. И нам остается вот эта коммерческая часть, которую надо решить, как мы будем ею управлять, чтобы как бы доходность на то, что мы вложили в эту землю, себя оправдала. Ну, учитывая твой финансовый бэкграунд, я исключаю фактор, что так получилось, потому что ты плохо посчитала. Очевидно, был в этом замысел, да, определенный. Замысел был в том, чтобы надо, быть порядочным. То есть, если людям пообещали, не знаю, там, зукетик-краны, значит, надо поставить зукетик-краны. Ой, я знаю, сколько стоит зукетик-краны. Я отлично. как много лет делаю ремонт. Вот у нас везде будут стоять зукетик-краны. Это название мне знакомо. И зукети-сантехника. Зукети нам не заплатил за рекламу, если что, могли бы. Например, если мы обещали людям, что там будет везде вентиляция, и воздух будет чистым, и увлажнение воздуха будет, да, то это должно быть. Правильная фильтрация и так далее. Если мы обещали людям, что там должны быть окна фирмы Райнерс из Бельгии, да, то есть это должно быть и так далее. То есть мы на этом ни на чем, то есть все, что мы обещали, мы все сделали, и это, естественно, все дорого. Но, знаешь, не помпезно, а именно дорого, потому что это качественно. То есть зукети чем славится, да, что ты можешь 10 лет его использовать, если ничего не будет. С того, что мне объяснили. То есть это такое для тебя, ну вот есть сейчас такое, но оно не сейчас, оно уже давно появилось понятие цели, выходящие за пределы жизни. Да, то есть вот то, что я слышу, и то, что я видела и читала о проекте, он настолько уникальный, что я его воспринимаю как некий стейтмент такой, что вот. И это очень созвучно тому, что ты говоришь, что вот все, что ты знаешь про армян, это все как бы, выброси, потому что это не так, и это искажение. И я в целом согласна, но это любой нации может касаться, что ты хочешь перевернуть представление о том, как выглядит, вот, собственно говоря, да, то, что я называю армянской квартирой, да, и что вот это стереотип, который очень узкий, может быть иначе, и, возможно, сформировать какую-то вообще другую философию? Несколько ответов я тебе дам. Первое, хотим ли мы задать стандарт Еревану, как дальше строить? Да, я думаю, это здание задаст стандарт, чтобы дальше строили здания именно этого качества. Потому что это важно, там очень много понастроили ужасных зданий, коробок, которые очень, они уродуют Ереван на самом деле. Это первое. А второе, после жизни, вне жизни. Нет, это проект для жизни. То есть мы, в принципе, собираемся там жить. Наверное, я имею в виду, то есть это проект, который останется, то есть он... после нас может быть, да. Да, то есть вот мы еще собираемся долго жить, подожди. Дай бог. Знаешь, такой инвестор из США, Уоррен Баффет, и Чарли Мангер, да, его партнер, который скончался. Баффета все знают, даже далекие от финансового мира. Чарли Мангер, его партнер, всегда говорил, что в жизни человека должно быть 4-5 проектов. Для хорошей жизни 4 проектов вполне достаточно. Не нужно иметь 40 проектов. И вот этот камертон, грубо говоря, это один из тех проектов, который является один из 4, да, например, в моей жизни. И последнее. Он нам создает, понимаешь, есть такое понятие финансов, как социальный капитал, social capital. Социальный капитал, каким образом он работает, то есть это общество потом начинает тебе помогать в других проектах, и мы это уже начинаем видеть. К нам уже подходят люди и предлагают заходить с ними вместе в другие проекты, только потому что они видят, как мы реализуем этот проект. То есть это имидж, это репутация и так далее. А что такое социальный капитал? Это капитал, который у тебя есть в обществе. То есть это не деньги, а у тебя есть ресурсы в обществе, которые тебе помогают потом делать сделки или делать бизнес, который ты не смог бы делать, если бы у тебя не было вот этого социального капитала. Как его формировать? Его формирует время, репутация и так далее. Но вот если все-таки более какие-то прикладные рекомендации, время понятно, вот что важно делать для того, чтобы у тебя этот социальный капитал был? Во-первых, наверное, надо, чтобы ты... Есть такой известный музыкант в Ереване, Малхас, Левон Малхасян. У него, наверное, один из самых известных джаз-клубов в мире. К нему приезжали все джазмены со всего мира. У него есть такое выражение: «Мало любить Ереван, надо, чтобы Ереван тебя полюбил». То есть, грубо говоря, надо, чтобы ты, если мы говорим о городе, я не верю, что можно... Хотя социальный капитал можно в стране иметь, но Уоррен Баффет — это социальный капитал в США, да, например. Я думаю, у него в мире социальный капитал. В мире не знаю, но у него больше в США. То есть, например, люди к нему приезжают и говорят: да, вот мне 70 лет, мои дети не хотят заниматься моим бизнесом после моей смерти, я хочу его продать именно тебе,
потому что я тебе доверяю, я понимаю, что ты его там не раздербанишь, да, то есть люди приезжают к нему и предлагают ему там хороший, он даже их не ищет, да, вот это и есть социальный капитал, когда общество начинает. Теперь, как это сделать на уровне города, понимаешь, ну, надо как-то жить в этом городе, участвовать, помогать, преподавать. Любить Любить, этот город. естественно, город, Да. чтобы тоже тебя полюбил. Скажи, пожалуйста, а как вот у тебя очень такой, наверное, не широкий, а очень масштабный именно круг знакомств, ну, людей, которых ты знаешь, которые, все эти фамилии нам известны, причем они нам известны в основном по книгам, которые мы читали, ну, то есть уровень людей, да. А как познакомиться с таким человеком, если вот, ну, условно говоря, если ты вот хочешь делать карьеру или проекты, или С бизнес? Баффетом познакомиться сложно, естественно. Ну да, может быть, не с Баффетом, но вот есть ли какая-то технология, ну ты же тоже когда-то тебе было, там, не знаю, 25 там, лет, и ты тоже хотел там с кем-то, вот, все равно, наверное, с опытом вырабатывается какая-то технология, как вот не завтра, понятно, не через неделю, но вот я вижу кого-то, и вот я думаю, как вот у меня, например, есть, как-то я была на одной встрече, и там задавали вопрос, если человек, ну, который не в твоем круге, ну вот человек, с которым бы ты очень хотела, не знаю, выпить чашку кофе. У меня есть такой человек, это Опра Уинфри, с которой, вот, если мне скажут, назови одного человека, там, не знаю, вот с которой бы ты, вот твое желание, мечта, условно говоря, но мечта, потому что, хотя сейчас уже это не мечта, я уже примерно понимаю, как, вот, но это такой очень долгий путь, и это больше про путь, нежели чем про цель, да, вот, есть ли какая-то технологии, если ты молод, как ты можешь это сделать? Ну, слушай, во-первых, естественно, это университеты. Почему там на Западе эти университеты котируются? Потому что они тебе дают доступ к этим людям, а многие из этих людей, особенно это принято там в Великобритании, в США, там в Канаде, они преподают, как правило, в университетах. То есть у тебя уже автоматически появляется шанс. Это учиться, да. Это первое. Второе. Очень часто я в жизни приходил к заключению, что у тебя может появиться возможность выпить чашку кофе, например, с Уорреном Баффетом, да, там, или с Билл Гейтсом. Ну, ты, хочу сказать, вот за 5 секунд поймешь, что ты пустое место, и лучше бы ты эту чашку кофе не пил. То есть надо быть готовым к тому, чтобы выпить эту чашку кофе с этим человеком. Да? То есть человек должен быть готов. Очень многие люди рвутся знакомиться, не понимая, что делать? Для чего они знакомятся, и что они собираются этим людям сказать. Да? То есть ты готов или не готов там, встретиться с этим человеком, и что ты будешь ему говорить. Это же не так легко, да? Это второе. Третье, мне очень сильно помогла как бы моя карьера, да, например, там, меня попросили там, в немецком банке организовывать ежегодные, значит, такие семинары, не семинары, а конференции. И там был бюджет 1 миллион евро, который я должен был потратить там, на эту конференцию. И я там приглашал разных людей там, с Чикагского университета, с Нью-Йорка, там, с Гарварда. Оплачивали мы им там, 25, 30, 40 тысяч долларов за там, их время, плюс билет там, бизнес-класс, но этого недостаточно. Надо потом прочитать все их работы, понять, какие вопросы ты хочешь им задать. Да? Вот, как ты же готовишься к интервью, да? Ну, конечно, да. То есть панельная дискуссия должна быть такой, чтобы всем понравилось, чтобы было бы не скучно. И вот это все, как бы я вот познакомился с кругом людей вот в эти годы, когда организовывал вот эти конференции. Это не моя работа была, это как хобби, понимаешь? Почему-то они поняли в какой-то момент, что у меня это получится, и они дали мне сделать. Потому что тебе нравилось это? Нравится. Не знаю. Там было куча немцев, но они почему-то немцам это не предложили, а предложили мне. Хотя работал в немецком банке. Здесь, извини, я не могу отвлечься от того факта, что ты армянин, а армяне умеют коммуницировать. Кстати, они не знали, что я армянин, потому что у меня был канадский паспорт, и они на меня смотрели как на канадца. А я про И когда я им говорил, что я армянской этничности, они даже не понимали, про что я говорю. Да. Но... Они не знали, где Армения на карте. Вот, я и говорю, что, может быть, как раз все-таки что-то где-то работает, потому что в моем понимании, то есть, если вот я буду описывать, условного, да, армянина, это человек, который, да, душа компании, он умеет общаться, он умеет как-то собирать людей, и он умеет, то есть навык коммуникации. Но это неправда, нет такого. Слушай, знаешь, сколько у меня армян в круг, которые не умеют общаться, лучше бы их вообще не видеть. Я не знаю ни одного. Да, слушай, я тебя умоляю. Познакомь меня. Приезжай в Ереван, я тебя познакомлю. На мой взгляд, когда ты общаешься с кем-либо, неважно какой величины человек, если ты действительно прочитал его работы, прочитал о нем, что ему интересно, у каждого человека есть эго, и нам всем приятно, когда про нас что-то знают. Что-то знают, хорошее желательно, да, чем мы гордимся. Во-вторых, понимаешь, все эти известные люди, они, как правило, очень публичны.
И все, что ты хочешь знать о том, что они думают, это доступно же, это свободно, это бесплатно. То есть не надо даже с ним общаться, чтобы понять, что он думает. Да. Он же, не знаю, там раз в неделю что-то рассказывает на камеру, или его книжки там и так далее. То есть, люди просто не хотят проделывать эту работу, потому что опять ищут вот этот короткий путь, шорткат, вот это, понимаешь, так же, как и предрассудок, понимаешь, лучше я сейчас с ним сяду, и вот эта излишняя самоуверенность опять здесь играет роль, да? Да. И так далее. А скажи, пожалуйста, вот у тебя много, ну вот мы выяснили, мне тоже было интересно, как это так получилось, ты ответил, таких людей, ну, которых я называю масштабными, да, люди такого вот большого масштаба. Ну, например, Насим Талеб, например, да, о котором мы говорили, это автор «Черный лебедь», «Антихрупкость». Мне, учитывая, как это я женщина, создающая кризисы, и как это поджигающая избу, а потом тушащая ее, и так, мне очень близки эти работы. И вот скажи мне, насколько, чем эти люди характеризуются, на твой взгляд, что их объединяет? Есть ли что-то, что их объединяет? Не знаю. С Насимом интересно пообщаться. Даже когда он приезжал в Москву, мы с ним встречались там на ужин. Он очень любит армянскую кухню, он сам же из Ливана. Слушай, кто не любит армянскую кухню? Покажи мне. Вот тут как бы... Я когда приезжал в Москву, мы поехали, конечно, в армянский ресторан. С ним интересно общаться, но вот что есть общего между Насимом Талебом и Джоном Мершаймером? Ну, мне кажется, слушай, почти ничего. То есть они совершенно разные люди. Понятно, образование, они понимают, что надо перед тем, как что-либо говорить, надо исследовать, там, работать с данными. Но это, в принципе, любой образованный человек это понимает. Не надо быть Талебом или Джоном, чтобы это понимать. Джон там пишет одного рода книжки, там, например, Насим другого рода книжки, они даже несравнимы. Мне кажется, Джону и Насиму друг с другом было бы даже неинтересно. Я не могу, знаешь, как-то сказать, что люди сидят. Чем-то их, да, то есть... Они все разные. Обычно технология интересна, ну, мне интересна технология, чтобы понять, а как это можно. То есть это талант, который, вот, условно говоря, тебя Бог поцеловал, и ты вот стал каким-то таким прекрасным, да? Или это можно повторить? А нет, так, в чем талант, понимаешь? То есть, грубо говоря, Насим пишет там книжки про финансы, про математику, про анализ данных, и так далее, ну, это fine, это мой бэкграунд. Ну, слушай, много кто пишет книги, но все знают Насима, а остальных, ну, я имею в виду все не финансисты, а широкий круг, соответственно. Ну, и Насиму тоже должно быть интересно, то есть, понимаешь, это понятно, уже личная симпатия, ее никто не отменял. Джон Мершаймер преподает геополитику, я никогда не учился на факультете политических наук и так далее, но все, что я знаю про геополитику, международные отношения, меня этому научил Джон. Да, через наше общение, через его книжки и так далее. Ему, слушай, 76 лет, он столько же, сколько моему отцу, да, грубо говоря, но у меня с ним такие очень дружелюбные отношения. Но я еще раз говорю, там общего между ними, слушай, сложно сказать, что есть. Но надо уметь. Я одно скажу, что надо тратить время и усилия на поддержку отношений с людьми, которых ты любишь, уважаешь, потому что таких людей мало. То есть лениво относиться к этому нельзя. Вот это если ты хочешь там. Ну да, есть же вот эта тема, кстати, ты поддерживаешь вот эту историю, что мы средние от нашего окружения. Слушай, ну наше окружение, это, наверное, одно из самых важного того, что нас определяет. Да, то есть да. Надо очень осторожно относиться к тому, кем ты себя окружаешь. Вот, да, это очень важно. Здесь поддерживаю всячески, потому что в моем личном опыте были разные периоды. И были периоды, когда мне хотелось, фастовый, да, быстро выйти на определенный уровень. Я себя окружила людьми, которые вот уже были там, и мне казалось, что сейчас вот я... И привело это, я пришла к тому, что самое важное — это твои ценности. И сначала ценности твои, вот именно, в которые ты веришь, которые для тебя важны, вот, которые для тебя являются вот этим водоразделом. А окружение, если оно ценностям твоим не соответствует, даже если оно там где-то масштабно, великое и так далее, все-таки вот вам как-то не по пути, потому что путь этот получается слишком тернистый. И вот у меня вопрос. Говорят о том, что классно, когда ты самый глупый человек в комнате, да, то есть когда ты заходишь в комнату, в то окружение, глупый условно, да, где там, например... Другие умнее тебя, понятно. Умнее тебя или умеют что-то лучше, чем ты в той сфере, которая тебе интересна. При этом многие ограничивают тебя от входа в эту комнату, потому что им кажется, что, это как ты пришел там, учишь английский язык, ты там на уровне, не знаю, beginner, и ты случайно вошел в комнату, где upper intermediate, да, соответственно. И понимаешь, что ты не в тот класс просто попал, и надо выйти. Я поддерживаю идею о том, что классно находиться с людьми, которые гораздо круче тебя по какому-то важному тебе параметру,
именно для того, чтобы вот оказаться там. Как себя стимулировать? Из моего жизненного опыта я видел очень много людей, которые себя, среди родных своих тоже, которые себя окружали людьми, которые хуже, ниже, Ну, по чтобы уровню. ты был красавчиком, да, я Чтобы красотка, вот это, и это это, как в принципе, девочка и страшная подруга, да, вот это вот да, пора, да. хочешь как бы, да, ну, Ну глупость да, полная, на интеллектуально самом тоже деле. и так далее, и они как бы себя хорошо чувствовали. Мне кажется, это признак, вот этой, ну это, естественно, там и эго, и излишняя самоуверенность и так далее, да. Это что касается вот этих людей. Теперь, если мы говорим о людях, которые хотят окружить себя людьми, которые, как ты говоришь, лучше или умнее, да, мне кажется, тут формула очень простая. Ну, возьмем, например, там, сферу финансов, да, или там, если ты достигаешь какого-то уровня, то, в принципе, там уже невозможно сказать, там, кто лучше, да, то есть ты комфортно, ты начитан, ты всех знаешь, ты, в принципе, понимаешь. В этом году тебе повезло немножко, в том году другому повезло. Но ты эту сферу знаешь хорошо, ты себя комфортно чувствуешь. И когда у тебя есть одна сфера, в которой ты себя очень хорошо и комфортно чувствуешь, а это несложно, в принципе, этого добиться, то ты можешь спокойно заходить в любую другую сферу, где ты знаешь очень мало, и ты будешь спокойно учиться, потому что ты понимаешь, что есть одна сфера, которую ты всегда можешь там прикрутить к этому или к тому разговору. Да? Особенно если такая сфера, которая, в принципе, многогранная, будь это геополитика, или будет это финансы, или будет это математика, например, что-то такое. Вот одну сферу просто надо выбрать, надо ее хорошо изучить как следует. То есть если ты эксперт в одной какой-то области, ну У тебя не будет действительно проблем, эксперт, да. то ты заходишь куда угодно Без и проблем. понимаешь, что тут ты можешь там ничего не знать, зато здесь вот ты... Это вот как раз то, что вот создает те опорные точки, на которые... Да. Потому что когда говорят, ну вот классно, там иди социальный капитал, вот это, говоришь, а с чего? А с чего начать? Потому что сейчас вот вообще распространение искусственного интеллекта, мне не очень нравятся стереотипы. Вот я, кстати, к стереотипам, что одно поколение там хуже, лучше, чем другое, отношусь примерно как ты к национальностям. То есть вот то, что зумеры, вот они все вот такие вот. Но что есть, и мне кажется, это не к поколению имеет отношение к изменению реальности, что сейчас очень часто у молодых людей, у школьников им нужны шаблоны. То есть не хватает, ну, да, я... Что ты имеешь в виду под словом шаблоны? В чем Пример, шаблоны? вот, Ну, что это делать, другое, да, это то есть, и мне кажется, что это связано, ну, условно говоря, в какие мы играли игрушки, да, там, условно говоря, у меня была кукла, и дальше воображаемый мир, да, который я сама придумывала, потому что, ну, не было чего-то там, из чего это сделать. Домика для Барби у меня еще не было, у моей дочери уже был, да, соответственно, а сейчас уже это вся виртуальная реальность, когда мозгу не хватает вот навыка создавать, что-то придумывать, а дети играют в каких-то заданных вот историях. И поэтому им нужны шаблоны, ну, примеры. Например, слушай, в жизни надо иметь своих героев, особенно в молодом возрасте. А кто у тебя был герой? Мои герои — это Милтон Фридман, мои герои — это Уоррен Баффет, да, и то есть вот эти люди, которых очень важно читать их биографию, понимать их работы, и они тебе помогают развиваться в правильном направлении. То есть зачем тебе все это делать с нуля, если эти люди прошли этот путь, и тебе там бесплатно дают эти прекрасности. Надо иметь правильных героев в жизни и этим пользоваться. То есть это все доступно, знаете, это же бесплатно, доступно. Сейчас вообще такой доступ информации, который сейчас, это просто это один из самых беспрецедентный. больших плюсов искусственного интеллекта в том, что он полностью выравнивает силы между бедными и богатыми. То есть самый бедный парнишка в Нигерии может сегодня получить такой же доступ, такой же качественной информации, как самый дорогой мальчишка в Нью-Йорке. Да, то есть это за счет чего? За счет искусственного интеллекта. Я думаю, что очень сильно изменится в ближайшие годы образование, подход к образованию, потому что очень много доступной информации, которую человек, которому интересно, может получить в любом возрасте и, собственно говоря, и в любой, ну, собственно, сфере. Знаешь, какой у меня вопрос? Вот есть социальный стереотип. Я знаю про женщин, ну, про мужчин, я думаю, это еще более актуально, что, например, после там 40-45 лет менять сферу, ну, неприлично вообще. Ну, то есть, если ты там, условно говоря, всю какой-то продолжительность жизни сейчас 90 лет, да, то есть у людей там определенного образа жизни, которые следят там за своим питанием, здоровьем, спортом и так далее. То есть, в принципе, 45 — это первая половина, из которых, ну, давай так, первые 10 не совсем мы осознанны, да, то есть 35 лет какой-то сознательной жизни. А впереди у тебя еще, ну, там, 40-45, там, где ты все-таки в сознании и так далее.
И почему-то считается, что, ну, я говорю про российский контекст, но мне кажется, и для Западной Европы это тоже свойственно, что если тебе уже 45, и ты такая вот уже как будто устоявшаяся, и вдруг ты решаешь поменять сферу, пойти учиться и начать что-то с нуля делать, ну, ты все равно не с нуля, у тебя есть какой-то жизненный опыт, образование там и так далее, то на тебя смотрят, то обязательно у тебя что-то должно случиться. То есть человек, у которого все хорошо, так не поступает. Вот так ли это, на твой взгляд? И есть ли время, когда поздно что-то менять вот уже? Естественно, в возрасте 45 лет я опять возвращаюсь к Малхасу, Левону Малхасяну. Ему сейчас под 80 лет. Мы как-то сидели у него в клубе, я его называю дядей Левой. Вот он, ну, как бы мы знакомы, он пришел, сел к нашему столику, и там, не буду говорить кто, сидела одна девушка, которая была под 50, и она сказала, что она начинает петь, да, и хочет научиться, как правильно петь, да, там, и играть на пианино или что-то такое. Но он сказал, на любительском уровне fine, ты можешь, но на профессиональном уровне, естественно, у тебя не получится, да, то есть, естественно, я не могу в возрасте, там, 50 лет пойти стать онкологом. Это не серьезно. Ну, потому что онкологом, чтобы стать лет 20, надо учиться и практиковаться. И так далее, да. Я не могу стать хирургом, потому что руки уже не те, да, мышечная память и так далее, все не работает. Но там же есть очень много других сфер. Ты можешь пойти в бизнес, ты можешь там, это на Западе это 100% работает. Я очень часто в университетах замечал людей, которым под 60, которые учились там на курсе бухгалтерии, так же, как и ребята, которым было 20. И к этому все там относятся ровно, без каких-либо предрассудков. То есть, ну, может быть, человек, например, я не знаю, там, накопил 10 миллионов долларов и решил, что он сам хочет управлять своим портфелем, и ему надо выучить налоги. Он не хочет отдавать налоговикам и решил там взять уроки на там, бухгалтерии, налогов и так далее. Это год примерно, 1,5 года учебы. Ну, ты же не знаешь, кто это, который там, зачем он пришел на эти курсы. То есть к этому надо относиться ровно. Но вот есть вещи, которые, ну, закрыты. Космонавтом же не станешь, правильно, в возрасте 50 лет? Ну и балериной не станешь в 45, балериной, да, и так понятно. далее. То есть есть да, вещи, которые закрыты, ну, а есть вещи, которые вполне открыты. А важно ли любить то, что ты делаешь? Ну, говорят, что да, потому что А ты иначе как ты не считаешь? сможешь это делать хорошо. Ну, многие же делают то, что, в общем-то, не очень любят. Ну, значит, они это делают не очень хорошо. Я думаю, что да, если человек любит. Говорят вообще понять, вот если ты любишь то, что ты делаешь или нет, например, готов ли ты делать эту работу год бесплатно. Если да, то значит ты любишь это дело. Если тебе там 2 дня не платят, и ты не хочешь делать эту работу, значит, наверное, не любишь. Это такие простые тесты, которые тебе покажут, любишь ты это или не любишь. Но это очень важно, мне кажется, да. Скажи, пожалуйста, в своем проекте ты говоришь о том, что вы формируете комьюнити. Ну и, в принципе, сейчас вот эта вот тема сообществ, экосистемы, комьюнити, да, то есть, ну, некое избирательное окружение, да, то есть избранное. Да, и мы говорим о том, что среда определяет очень много. И сейчас в целом еще есть тема, что офлайн — это новая роскошь, что вот живое общение для многих становится роскошью, потому что это дорого, как минимум, да, переместиться, собраться, найти время и так далее. Вот где грань между формированием сообщества, среды, которая тебя развивает, и изоляцией? Ну, грань — это свобода, естественно, свобода выбора. Я возвращаюсь к свободе выбора, да, то есть мы постараемся в Камертоне сделать так, чтобы люди хотели выходить, там будет какой-то там трио или квартет в атриуме играть или петь, будет там какая-то выставка картин проходить, или будет проходить какая-то лекция по дегустации вина, или про инвестиции, или что-то такое, и вот люди будут в этом участвовать, они живут в этом здании, но могут выйти там, поучаствовать, вернуться в свою квартиру. Вот это как-то, знаешь, то есть создание условий, когда, потому что вот... Ну, чтобы у людей было желание. В Москве можно 10 лет жить в доме и не знать, вот я не знаю, кто, ну, то есть я знаю в лицо, я, конечно, здороваюсь, но я не знаю, чем занимаются там у тебя нет экосистемы. Мои соседи. Это да, не экосистема, понимаешь, это просто квартира. Да, вот и в чем, то есть это создание условий, чтобы люди общались, или это некая выборка на входе? Не-не-не, это создание условий, чтобы не просто люди общались, а создание условий, чтобы у людей появилось желание общаться. Мне кажется, желание намного сложнее, чем
создать условия, чтобы люди общались. Нет, создать условия, чтобы люди общались, можно там, я не знаю, перекрыть, выключить Да, электричество вот и сказать, собираемся все, у нас вот экстренное здесь собрание на именно первом должно быть этаже. желание, Да. понимаешь, чтобы люди понимали, что они вот скучают по тому, что там, а что сегодня происходит в Камертоне. Я хотел полететь в Лондон, я полечу завтра, потому что сегодня я хочу поучаствовать. А вот как на это сделать? Это же это так надо круто. суметь сделать. Как организовывали вот эти годовые, значит, мероприятия, где там Джон Мершаймер прилетал из Чикаго, Насим Талеб прилетал из Парижа, да, там. Так и организовывать. Надо сидеть, думать. Но тут, вот смотри, тут это финансовая сфера, это люди объединенные, вот ты точно знаешь интерес, которым они объединены, да, поэтому, Такие конференции они организуют, так скучно проходят. Да? Через 15 минут зал пустой. Я знаю. Там сидят, о чем тебе говорить? А как собрать, вот, условно говоря, жителей, где там разный возраст, мужчины, женщины, да, дети, то есть вот ведь не только армяне покупают у вас, да, какой у вас состав вообще, да, кто? Русские, армяне, там, и американцы. То есть вот... В Камертоне будет 3 языка, все будет на 3 языках, как минимум. Может, и французский потом добавим, пока не знаю. Английский, армянский, русский, как бы, it's a given, это гарантировано, чтобы все на 3 языках, и писаться, и говориться, и так далее. Там будет и ресепшн. Люди вообще не должны чувствовать вот как-то некомфортно, потому что они в Ереване. Живя в Камертоне, то есть, например, люди, которые приехали из Москвы, им должно быть вот совершенно ровно. То есть идея в том, что я и не выхожу из этого, да, и в идеале. И в принципе, в центре города, если выйдешь в центр Еревана, он, в принципе, такой европейский очень, но у людей даже желания особенно не будет выйти, потому что времени не будет. Там будет то есть я имею в виду, я выхожу не потому, что мне что-то нужно, где-то там поесть, или что я выхожу просто потому, что я хочу прогуляться. Ну, а так в целом... поесть в другом месте. Да. То есть это работа, понимаешь, этим надо постоянно заниматься. Так как это комьюнити поддерживать? Потому что сейчас у основных я изучаю, у меня есть свой клуб, и я изучаю тему сообществ, потому что и в фэшн, и в ритейл-сфере сейчас это считается новой философией, как формировать лояльную аудиторию. Но вот, на мой взгляд, формировать сообщество, чтобы ему что-то продать, вообще бессмысленная история, потому что люди очень быстро считывают вот эту фальшь. И если ты делаешь клуб как воронку, условно говоря, здравствуйте, сейчас я вам начну вот это продавать, то все эти усилия, они мгновенно рушатся, потому что, мне кажется, в сообществе самое важное — доверие. Я сказал бы, знаешь, наверное, самое главное в том, чтобы у тебя получилось создать вот это сообщество, должно заключаться в том, что у тебя должно быть там хотя бы 4-5 партнеров. Что значит партнеры? Партнеры — это люди, которые вместе с тобой строят вот это сообщество. Они также заинтересованы, у них душа также болит за то, чтобы это получилось. Одному это делать очень сложно. И вот эти 4-5 человек, они будут разные, каждый будет делать что-то свое, но они должны быть хорошего уровня. Сопоставимого, да. И тогда, я думаю, вот на человек 100 вот эти 5 человек хватит. Наверное, это соотношение должно быть 1 к 20, мне кажется, что-то такое. И тогда должно получиться. Одному это будет очень сложно. А как удерживать внимание? Потому что, на самом деле, основная задача комьюнити — это удерживать внимание. Нужны партнеры. Вот одному сложно. А что нашла я партнеров? Да, мне просто мне всегда я интересно, говорю, как если было мне... человек 10, я спокойно удержал бы, но человек 20, они уже какие-то такие разношерстные. Что сказать партнерам? А и зачем это партнерам? Вот еще вопрос. Надо найти людей, которые не надо им говорить, они должны понимать, так же, как и ты. То есть, если ты начнешь им объяснять, это значит не то. То есть надо найти людей, которые вместе с тобой все это понимают и хотят это сделать. Например, в Камертоне, в принципе, у нас это будет. У меня 2 партнера по этому проекту, да, то есть нас 3. Естественно, у нас семьи у всех. И мы все заинтересованы в том, чтобы вот этот комьюнити получился. И мы посмотрим, получится у нас или нет. Я надеюсь, что получится, потому что звучит все очень... Лично мне уже хочется посмотреть, как минимум. Да? Ты много общаешься с очень богатыми людьми, то, что называется, ультра-high net worth и так далее. И сейчас по всем исследованиям, я как в ритейле с лакшери-сегментом, в общем-то, активно взаимодействую по роду своей деятельности, идет спад продаж именно предметов роскоши, потому что есть такой мегатренд, который говорит, что богатые люди, состоятельные люди стали предпочитать впечатления. То есть развлечения, путешествия, файн-дайнинг, собственно, как раз воздух, о чем мы говорили, которым дышит спорт, нежели часы, автомобили и так далее. Насколько твое окружение, с кем ты общаешься, подтверждает этот тренд? Я не люблю смотреть на окружение, я больше люблю смотреть на цифры. Если ты возьмешь элементарно, например, компанию LVMH,
в которой, я не знаю, по-моему, все, что возможно, Всё, они да, купили. но там да? и впечатление, потому что шампанское для меня это впечатление, Ну, а начиная не... от Tiffany Group, там, заканчивая да. шампанским, Да, да? да, да. Или там коньячным заводом в Ереване. Арарат, кстати, тоже LVMH. И если ты посмотришь на их акцию, она торгуется на бирже, просто можно отслеживать, чтобы понять, вот это так или не так, да? В принципе, это так, потому что если ты посмотришь на акции алкогольных компаний, они все рухнули, потому что молодежь, например, перестала пить алкоголь. Но по Tiffany Group и так далее, естественно, этого не скажешь, потому что там не очень понятно, кто, понимаешь, покупает Tiffany Group. Можно и простые люди покупают, и очень богатые, и средние. Но это тоже я как бы и читал, и слышал, и видел, что они, да, больше ценят, они могут заплатить там $5000 за ужин, потому что он пошел в правильном месте, прошел при правильном амбиансе, чем, например, там, не знаю, заплатить $50 000 и купить какое-то кольцо. Это Но так. на самом деле, если посмотреть на предметы роскоши, ну, на тоже вот упомянутые Тиффани или Луи Виттон, или там, ну, давай возьмем тот же Мерседес, да, пусть это не прям, ну, все-таки, да, как-то стремящий к сегменту, то здесь я согласна, что их покупают разные люди, и здесь как раз движение в сторону тех, кто первые деньги какие-то заработал, потому что мы видим с каждым годом увеличение логотипов. То есть даже если посмотреть на Мерседес там 20 лет назад и сейчас, то размер логотипа вырос там, по-моему, в 2,5 или в 3 раза. То есть о чем это говорит? Покупают не люди, которые, например, ну если взять фэшн, да, вот для меня там, истинно такой люксовый бренд Лора Пьяна. Где вообще нет логотипов. Только вот знатоки понимают, что вот на тебе Лора Пьяна, да, как бы. И там, например, Луи Виттон, тот же LVMH, который уже логотип только вот, ну, я не знаю, какого он должен быть размера, чтобы все точно знали, что вот. И это как раз смещение вот как от действительно богатых, состоятельных к тем, кто, возможно, средний плюс сегмента, для них это будет покупка, ну, какая-то вот знаковая, что. И вот здесь с точки зрения именно человека мира и твоей насмотренности в разных обществах, в разных странах. Что сейчас ценно, когда ты заходишь в ту самую комнату, в которой ты неофит, а все круче, чем ты? Что ценно? Вот, ну, там, я знаю, что еще какое-то время назад часы были очень важны. Причем не в формате, там, ни в коем случае не золотые с бриллиантами, это кринж, да, как сейчас говорят, а вот там определенных брендов, определенных, ну, то есть это говорило о тебе как о человеке определенного вкуса, состояния, и что ты в это общество, в общем-то, в этом обществе ты свой. Вхож. Свой, да, ну, вхож уже, раз вошел уже, ну, свой, да, то есть ты понимаешь, что это такое. Вот что сейчас? А сейчас я все больше вижу, ну, я могу сказать, у меня не так много, но есть знакомые долларовые миллиардеры. Вот если я про них это бы не знала, я бы, ну, собственно, от водителя такси человек, как он одет и выглядит, может вообще мало отличаться. И только по каким-то очень тонким сигналам можно определить, что он все-таки вот имеет большое состояние. То есть тренд, но это такой вот действительно ультраный, да, вот. А если говорить о людей, которые стремятся, вот какие Давай сейчас... я тебе дам такой прогноз. С развитием искусственного интеллекта, если слушать там Илона Маска, Дженсона Хуанга, да, NVIDIA и так далее, этих очень толковых ребят, они говорят, что вот до конца 2026 года вот мы увидим огромные изменения. Да? Но что это означает в реальной жизни? Это означает, что будет расти производительность труда, то есть люди будут производить там в несколько раз больше, чем они производили. Увеличится количество всего, цены будут падать, ставки будут снижаться, то есть люди разбогатеют, окей? Мой прогноз такой, что резко повысится спрос на комфорт. Не на роскошь, а на комфорт. Да. И найти комфорт сложно, потому что, чтобы суметь обеспечить комфорт, надо иметь хороший вкус. Надо понимать, что важно не позолоченные стены, да? Хотя они, конечно, не только у армян. Конечно, у Дональда да. Трампа тоже позолоченные стены, ну, да, например. Да. А в нем, может, есть армянская кровь, может мы же не быть, знаем. Да. Но, как ты поняла, я в эти стереотипы не верю. Спрос на роскошь Продолжит падать. Наверное, но спрос на комфорт точно будет расти. Вот. А что такое комфорт? Ну, может быть, это майка, которая стоит $5. Например, мне комфортно, когда 100% хлопок, там, в магазине Walmart покупаешь майку, которая стоит там $7.99. Летом. Там одеваешь, шорты надел, которые стоят там $19, и пошел там на пляж.
Ну и fine. Но тебе понятно, ты уже... Ну и многим, не только мне, Ты понимаешь? уже реализован, и ты уже, ну, скажем так, ты вхож вот в эти самые комнаты благодаря своему, ну, пути, бэкграунду и так далее. А я говорю про молодых людей, или, может быть, те, которые вот где-то что-то начинают, для которых вот, ну, есть ли какие-то сейчас... Ну, слушай, людям должно быть, понимаешь, это же как в Библии, понимаешь, это же тысячелетие, в течение тысячелетий ничего не изменилось, это то, что это желание, да, то есть желание должно быть людей, у людей должно быть желание с тобой общаться, это же просто. Из-за чего они будут с тобой общаться, я не знаю, может потому что ты выглядишь как-то, или потому что знаешь что-то, или ты умеешь что-то, да, то есть вот людям должно быть желание, то есть не можешь это заменить на что-либо. Вот это и есть свобода, это и есть желание, понимаешь, то есть другого нету, то есть вхож, не вхож, там, если я зашел в эту комнату, там все толковые люди, но им должно быть интересно со мной. Я им должен суметь что-то интересное сказать, рассказать или дать. И мне кажется, даже когда ты заходишь в такие комнаты, надо все равно как-то готовиться. Ну, мне кажется, готовиться надо не в момент, когда ты заходишь, а много лет до. Ну вот да, если вот. даже, ну, я имею в виду, ну, естественно, если ты уже подготовлен в течение нескольких лет, все равно надо как бы сесть, собраться, какими-то мыслями, примерно понимать, о чем будет там примерно эти разговоры, чтобы понять. Хотя, в принципе, если у тебя такой огромный бэкграунд, понимаешь, там 10-15 лет образования, опыта и так далее, в принципе, у тебя должно все получиться, но все равно, даже в этих случаях, я считаю, что надо готовиться. А как быть девочкам, девушкам, женщинам? Ну, потому что все равно, ты знаешь, вот я могу сказать, в Москве действительно иначе, потому что я все время даже в своем подкасте говорила о том, что я не вижу никакого смысла в оголтелом феминизме, потому что, ну, нету никаких ограничений. Пожалуйста, все дороги открыты, иди и, условно говоря, делай. Я могу тебе сказать, когда я вот сейчас живу в Петербурге, а это, в общем-то, ну, второй по размеру и, в общем-то... Бывшая столица. Бывшая столица. И мне казалось, когда я приезжала в Петербург как турист, ну или там по работе, что это даже может быть более продвинутый город, чем Москва. Но столкнувшись в Петербурге с бизнесом, с деловой средой, я увидела такой уровень сексизма, шовинизма. То есть если ты женщина, и ты что-то из себя представляешь, что обязательно за тобой кто-то должен стоять, потому что сама ты, ну то есть даже никто на уровне базы не предполагает, что ты самостоятельно можешь добиться каких-то выдающихся успехов, каких-то, ну там, что-то чуть-чуть где-то заработать, это окей. И я, когда начала общаться с местными предпринимательницами, девушками, выяснять, как оказалось, что это действительно вот, ну, есть такой подход, и действительно им сложнее. Поэтому я пересмотрела свои, потому что до этого говорила, да нет, ну что, вон, иди, вон, как бы учись, делай, и все дороги открыты. Наоборот, мужчины, умные мужчины предпочитают брать женщин на работу, потому что стоят дешевле, работают лучше, ну, по практике. Сейчас я понимаю, что не везде так, и действительно, ну, как минимум в России существует много ограничений. Какие ты бы дал рекомендации женщинам? Это существует во всем мире. Во всем мире. Ну, в университетах, слушай, появились факультеты, которые изучают вопрос, как там и так далее. Да? Выражение по-английски glass ceiling, да, или стеклянный потолок, это же не с воздуха взято, да? То есть эмпирические данные показывают, что за ту же работу, на той же должности, в той же корпорации, там девушки получают на 10, 15, 20% меньше, чем мужики. Да? То есть и многие страны за это взялись. Западные страны, в принципе, во многом эту проблему решили и во многом переборщили. С одной экстремы ушли в другой. То, что мы слышим, но это больше популизм, мне кажется. Переборщили тоже, да, во многом, да. Теперь здесь, естественно, за это я так понял. Ну, знаешь, как ни странно это звучит, в Советском Союзе с этим было лучше. Да, но мужчин было просто мало. Там Может, была другая мало, история я после помню, войны. Врачи спокойно были, и женщины, и мужики, зарплаты были те же самые. Ну, врачи это такая, ну, то есть какие-то специальности. В фэшн-бизнесе, например, тоже очень много руководителей, предпринимателей женщин, и как бы это воспринимается. Мне кажется, в Советском Союзе не было бизнеса, понимаешь, и поэтому да, как-то... но когда мы идем там, где большие деньги в России, там женщин-руководителей гораздо меньше, чем в других отраслях. Так. Ты же понимаешь, что все вот эти вещи, да, предрассудки, расизм, феминизм,
все эти изм — это взаимосвязанные вещи. Абсолютно. Поэтому ты не можешь иметь одного и не иметь другого. Да? Почему, там, если ты хочешь отказаться от всего, надо отказаться от всего. И от всех измов тоже, да, почему я не верю вообще эти этничности, вот это. Теперь, что касается, я думаю, ты очень правильно сделала, что вот создал вот этот клуб, потому что это, наверное, самый правильный способ через общение. И через поддержку и взаимную, поддерживать друг друга. Понимаешь, находить решения — это правильно, говорю, совместными усилиями, да, по сути, у тебя партнеры по жизни, которые делят с тобой вот это как бы видение, и тогда будет сложнее и обмануть, и недоплатить, и так далее. Это А. Б. Надо выбирать сферы, где есть конкуренция, где рыночная экономика работает. Потому что в рыночной экономике ты ничего не сделаешь. У тебя хороший продукт, у тебя хорошая цена, там женщина, мужчина, трансвестит, не знаю, не важно. Продукт хороший, цена нормальная. И надо просто отходить пока от там бюрократических таких патриархатов, матриархатов, вот этих всех систем, где, знаешь, там, я не знаю, там, моя двоюродная сестра или мой родной брат, или дядя, тетя там меня пропихнули, но от этого всего надо уходить и просто уходить в сферы, где этого нет. Другого решения я не вижу, честно говоря. А существуют такие сферы вообще? Рыночная экономика. Рыночная экономика. Почему ты говоришь, в Москве этого нет? Потому что в Москве рыночная экономика. В Москве вот это брат-сват, но здесь оно транзакционное все. Да, где-то может быть, где не опасно, там можно, условно говоря. Там... Мне кажется, Москва просто через это прошло, знаешь, там, я не знаю, 50 лет назад. Какое-то время назад, да. Вышло из этого просто давно, и все. Может, в какой-то степени в Москве это есть, но мне кажется, очень мало. Слушай, существует такой, я скажу стереотип, потому что лично я с этим, у меня нет хороших примеров, но тем не менее, что женщине, особенно в крупной корпоративной среде, хорошо делать карьеру, когда у нее есть протекция какого-нибудь влиятельного мужчины. Скажу просто, если ты чья-то любовница, да, Говорят, опять же, у меня нет здесь примеров таких что классно, когда еще ты меняешь, то есть женщина растет, меняя любовников в зависимости от своего карьерного пути. И в какой-то момент она как шаттл, знаешь, от них отцепляется и становится Смотри, ерунда. На Западе это убийственно, потому что сейчас очень много кейсов, когда людей увольняют на уровне первого это существует, раз их находят и увольняют, значит и его, и ее. Понятно, да, то есть этот путь кто-то им идет. Или специально идут или случайно. Например, там самый крупный банк в Канаде называется Royal Bank of Canada. Там год назад уволили финансового директора в банке, это очень мощная должность. Ей было около 55 лет. Ее там любовник, ему было 45 лет, что-то такое. И она ему там выписала бонус, который был, я не знаю, на $50 тысяч больше, чем бонус других сотрудников этого управления. Это все как-то выяснилось, ее уволили, естественно, с треском, и его тоже. Но она-то уже карьеру сделала. И деньги заработала, да. Но все равно. Это опять возвращается, понимаешь, эта порядочность, образованность, это не работает. Ты понимаешь, эти полумеры, здесь кинуть, там, не знаю, под кого-то лечь, а здесь что-то сделать, или здесь, это все, слушай, потому что... Это все это почерк тот же самый, понимаешь, это украсть или сделать так. Потому что я говорю, я не знаю, мне когда говорят, вот так делать, я не знаю таких примеров, а мне говорят... может, они есть. Так ты, может, может, у тебя все было сильно лучше, если бы так делала. Я уверен, что они есть, но это же не значит, что так надо. Да, собственно, а как надо? Как? Образование, интеллект, порядочность, как конкурировать труд. с мужчиной? Я обожаю фильм «Москва слезам не верит». Это, по-моему, был единственный советский фильм, который выиграл «Оскар» за все существование Советского Союза. Потому что настолько, мне кажется, все были шокированы этим, знаешь, посланием этого фильма. Слушай, просто надо его посмотреть и больше ничего. Слушай, там так себе послание, если... А девушка, она из ада встала на ноги. Стала и сделала за счет карьеру. чего? За счет труда. А потом находит слесаря и рада, что он, собственно говоря, до нее снизошел, когда она там рыдала, а у него проблема, а он, по сути, закомплексованный мужчина с проблемами, потому что для него проблема, что она директор завода, а он там, я не помню, кто он там, слесарь, техник и так далее. Другое, но хочу сказать, посыл этого фильма в том, что когда у нее будильник звенел в 4 утра, и она просыпалась в 4 утра с ребенком, без ничего, без никого, день за днем, и к этому пришла, да, это было в Москве. Слушай, это обычная жизнь многих женщин. Я очень хорошо, много но она общаюсь. Же достигла результата, я это хочу сказать. Знаешь, среди мужчин существует миф, я просто много общаюсь с мужчинами-предпринимателями, что женщина делает бизнес, знаешь,
Я такая вышла замуж, родила 2 детей, такая думаю, чем бы мне заняться? И тут, значит, мой супруг или там, не знаю Открывает кто, мне клинику, дает мне денег, чтобы я там открыла клинику, которая через 2 цветочный года магазин. обанкротится. И так, да, вот, ну, или там, или понятно, не да. обанкротится, он просто будет, ну, знаешь, Навряд там... ли. Я думаю, через 2 года обанкротится. Ну, Более или это то, что называется бизнес моей жены, обходится мне в 1 000 000 рублей в месяц, ну и нормально, так бы она больше денег потратила. Вот есть такой подход. А я знаю, вот таких ну, у меня просто не тот круг. Они существуют, эти женщины, и как бы вот, и дай бог им здоровья, да. А я знаю другое, я знаю женщин, которые реально делали бизнес. Когда? Из чего она делала? Она оказывается в долгах. Муж ушел, долги, может быть, даже его, ну, муж, не муж, там, мужчина, да, у нее ребенок, и ей вдруг нужно откуда-то несколько миллионов рублей достать, а ей неоткуда. И тогда она садится вот так вот это в 4 утра, будильник, на работе я не могу, на нормальной работе столько, ну, получить такой доход, надо делать бизнес, и они идут и становятся успешными. И вот я таких кейсов знаю, ну, у меня в подкасте ни 1, ни 2, ни 3. Ну, я уверен, что такие есть. И таких много. Я изучала это и с точки зрения там антропологии, что для мужчины естественно добывать ресурс, это естественно для продолжения рода. Пошел там, мамонта завалил, вот, соответственно, у тебя там есть чем кормить потомство, привлечь женщину, она тебе родит детей, вырастет их в пещере, ты продолжил род. А женщина зарабатывает деньги от ужаса, то есть для создания безопасности. А так как мужчины в наше время все больше становятся источником опасности, а не безопасности, ну, в больших городах, в малых, наверное, тоже не знаю, то все больше женщин идут в бизнес и становятся там успешными не потому, что нам это нравится. Мне это нравится заниматься бизнесом, я здесь вот не про себя говорю, тоже некий вот срез, а потому что как бы, ну, как будто нет другого выбора. И даже есть такой стереотип, что женщина занимается бизнесом, пока она нормального мужчину себе не нашла. Ну, это может никогда не произойти, условно, да, и вот она успешно тогда занимается бизнесом. Вот что ты об этом думаешь? Слушай, это вообще не моя сфера. То есть, хочу сказать, единственное, что я могу тебе сказать, что, мне кажется, нет никакой... В рыночной экономике, где люди не знают, кто за этим бизнесом стоит, ну, неважно, это женщина, мужчина. Ты больше говоришь про корпоративную сферу, где не рыночная экономика, понимаешь, а какие-то субъективные мнения, субъективные решения. Ну, корпоративная гниль, я это называю. Я работал в разных корпорациях, там, Ну, бизнес так или иначе с корпоративной сферой тоже соприкасается. Ну, все-таки бизнес — это рынок, понимаешь? Ты выходишь на рынок со своим продуктом или со своими услугами, и либо продается, либо не продается. А вот когда ты в корпорации, там рынка очень мало, понимаешь? Там больше субъективности, да. И вот здесь может быть, ты и права, я не знаю. Мой совет — уходите в рынок. То есть, в рыночную экономику и уходить из этих субъективных, гнилых, то есть атмосфер и там, этих где есть корпораций настоящая коррумпированных. конкуренция. Ну, то есть, Ну как да, бы там, конкуренция, где потому есть что, честная, нормальная это конкуренция. как, знаешь, вот искусственный интеллект дает шанс, как мы только что обсуждали, да, ребенку из Нигерии конкурировать с ребенком из Нью-Йорка. То же самое и здесь. Рынок дает шанс девушкам спокойно конкурировать с парнями. Ну, то есть, как это, изучать, осваивать искусственный интеллект, Ну идти да, в рыночные искусственный интеллект тоже ниши поможет. и ничего не бояться. Да. Мы точно это не правильно. как и, это. естественно, работать. А как, на твой взгляд, женщины более работоспособны, чем мужчины? Говорят, что да. Был такой известный председатель ЦБ США, ФРС, Алан Гринспан. Он всегда говорил, что до того, как он стал председателем ФРС, у него была своя фирма. Аналитики, но все-таки финансы, экономика — это всегда была более мужская сфера. И у него всегда работали только девушки. Где давно пришло к заключению, что они работают больше и более лояльны. И меньше меняет работу. То есть у него только девушки работали. Слушай, ну умный человек, потому что действительно мои наблюдения тоже показывают, что если женщине создать условия, и в том числе в корпорате, безопасности, ну, то есть где ты понимаешь, что у тебя есть стабильность, есть предсказуемость, есть безопасность, то женщины гораздо более лояльны и эффективны и преданные своей компании. Очень может быть, слушай, why not? Ну, это как бы тоже объяснимо с точки зрения там действительно антропологии нашего, ну, потому что гендерно мы все равно разные, у нас разные мотивации, разные подходы, и тут как бы я хоть к феминизму у меня своеобразное отношение, но вся моя жизнь все-таки я скорее по ту сторону, чем по эту, и тем не менее мы разные, и это классно, и классно использовать свои сильные стороны. В таких странах, как Канада, конечно, многие с тобой не согласятся, они уже там разницу не могут понять между
Слушай, со Это мной ладно. и в России, тут, знаешь, у нас Да. такие тут есть движения, вот эти, правильно ты же сказал, измы, когда, условно говоря, ты считается противоречием, что я, например, хочу сама обеспечивать свои базовые и небазовые потребности, при этом я говорю, слушайте, ну я люблю мужчин, я за отношения, я считаю, что семья лучше, чем ее отсутствие, и в целом, как бы, ну, гармоничные отношения — это лучшее, что, в общем-то, в нашей жизни может, ну, в целом происходить. Вот, это идет в противовес. То есть я здесь не вижу никакого противоречия, причем почему я при этом не могу получать доход, и муж мой, там, мужчина получает доход, и мы как бы, ну... Как цивилизованная семья будем жить. Вот, но вот, и причем противоречия и с точки зрения женщин, и с точки зрения мужчин. Потому что для многих мужчин у нас до сих пор, как в фильме «Москва слезам не верит», неприемлемо, если женщина имеет больший доход. То есть для него это прям проблема. Я знаю много женщин-предпринимательниц, ну немного, достаточно женщин-предпринимательниц, которые искусственно ограничивают рост своего бизнеса, потому что она боится, что у нее доход превысит бизнес или доход ее супруга, и она просто боится, что он... Ну, она его потеряет. Да, она его потеряет, да. Вот, поэтому как бы вот это наши реалии, в которых мы, я надеюсь, которые скоро изменятся все-таки, так или иначе. Ой, ну я тебя благодарю за очень глубокую и очень развивающую беседу, потому что, как я сказала, ценность общения именно в том, о чем оно заставляет задуматься, а не готовые ответы, да, на какие-то... Мне не дал, мне кажется, ни одного готового ответа, как я из тебя и клещами не тянула, но задуматься, и я надеюсь, что и нашим зрителям тоже будет о чем подумать, порассуждать и как раз поднять свое мышление. Большое спасибо, было очень приятно.